Всем салют, дорогие друзья, с вами опять я, Айк, а это означает, что вы на канале Hookah Time, и сегодня вас ждет очень интересный и необычный выпуск. География распространения кальянов альфа-хука не перестает удивлять. Продукция ребят представлена уже в 69 странах в мире, и в этом распространении не перестает им помогать наша сеть кальянных магазинов Hookah Time Shop. Обращайтесь по ссылке в описании, по франшизе и по вопросам закупки. Однако 69 стран – это же далеко не предел. Надо двигаться куда-то дальше. Но куда? Космос – самая обсуждаемая и вместе с этим самая загадочная тема во Вселенной. Я сам являюсь большим фанатом космоса. Согласитесь, всегда хочется дотянуться и прикоснуться рукой до чего-то неизведанного, до чего-то недоступного. И тут мы подумали, сколько необычных вещей в принципе было в космосе. Давайте вспомним. Там был автомобиль Тесла. Там был Базз Лайтер из истории игрушек, точнее его фигурка. Там был световой меч Люка Скайуокера. Там были мини-игрушки, вот эти модельки людей Лего. Там был человек, да? Там была собака, там была обезьяна. Там даже был фалоимитатор. И даже женщина. Ну, о контрабанде, перевозимой космонавтами, мы вообще промолчим. Разве культовая модель кальянов альфа-хука Model X не заслужила стать первой шахтой, побывавшей в околокосмическом пространстве? Я думаю, что определенно да. Мои друзья из альфа-хука пригласили меня поучаствовать в офигенном эксперименте. Это запуск кальянов в космос. Была выпущена лимитированная серия кальянов Model X. Вот в такой упаковке, в тираже 5000 штук, чтобы увековечить это событие в истории компании Альфа-Хука и в истории всей кальянной индустрии. В основе графики этой серии лежит леттеринг с именами одних из самых известных космонавтов. Каждый из них совершил уникальное достижение в истории космических полетов. Эти свершения мы зашифровали в символических посланиях. Эта модель является данью уважения людям, которые были первыми, не побоялись шагнуть в неизвестность. Все это очень символично. Потому что в этом году исполнилось 60 лет с момента первого полета человека в космос. Вы только представьте себе, до этого еще ни один продукт, ни табак, ни щипцы, ни кальян не были в открытом космосе. И эти ребята из Альфа-Хука решили стать первооткрывателями, и сделаем это вместе с ними мы. Отправим этот кальян в космос и посмотрим, что из этого получится. Перед запуском была проделана большая подготовительная работа. Компания Стратонавтика во главе с Денисом разработала специальную платформу для запуска кальяна, на которой также были установлены 4 GoPro и спутниковые маяки для отслеживания местоположения космонавта. Было проведено огромное количество экспериментов, чтобы понять, как конструкция поведет себя в стратосфере. Перед запуском была рассчитана траектория полета с учетом прогноза ветров так, чтобы кальян совершил посадку в нужной нам точке. Но, видимо, человек, отвечающий за расчеты, немалый болт на это положил, так как кальян приземлился не совсем там, где мы предполагали. Однако, это никак не повлияло на успех запуска, так как команда очень тщательно подошла хотя бы к выбору заветного дня X. Важно было предугадать день с погодными условиями, удовлетворяющими запуск. Ну а теперь самое интересное, на чем же полетит Стратос, спросите вы? Может, на ракете, может, на бюджете, может... на билете, может на комете, может на самолете, может на самокате. Нет, на огромном латексном шаре. Вот таком огромном, капец даже не показать. Чтобы накачать этот шар, нам потребовалось аж 4 баллона гелия по 40 литров. Размер шара на Земле составил 1,5 метра в диаметре, а в стратосфере достиг диаметра в 10 метров. Это как трехэтажный дом. Внизу мы установили центр управления полетами, чтобы в режиме реального времени наблюдать, что происходит в небе. Итак, у нас готовность номер 1. Все готовы? Вы готовы? Вы готовы? Вы готовы? 3, 2, 1... Пока вы наблюдаете завораживающий полет в стратосферу, я поделюсь несколькими фактами о нашем эксперименте. Минимальная температура, которой подвергся кальян, в стратосфере достигла отметки в минус 50 градусов по Цельсию. Максимальная высота полета достигла 24 тысяч метров. Удаление от точки взлета приземления на расстоянии почти 100 километров.
Техническая подготовка к запуску с разработкой платформы специально для кальяна заняла около месяца работы. Сработал пиропатрон, который немножко дымит и добавляет красоты. Очень даже дымит. Оставляет шлейф дыма за собой, возможно. Давление от 1000 миллибар на Земле до 28 миллибар в апогее. Оболочка шара сделана из натурального латекса, который очень быстро разлагается. Гелий, которым наполняется шар, абсолютно безопасен. Это вещество на втором месте по распространению во Вселенной. Остальные составляющие многоразовые и используются повторно. Вы можете наблюдать голубое свечение по краю планеты. Это и есть наша атмосфера. Поднимался кальян в стратосферу на протяжении 58 минут. А его спуск занял чуть меньше времени – 30 минут. А потом кальян плавно приземлился на Землю. Чтобы отслеживать местоположение зонда, а также его возвращение, на нем были установлены датчики, передающие сигнал через спутник на наш пункт управления полетом. Поиски зонда заняли несколько часов, но в итоге эксперимент удался. Кальян цел. В принципе, теперь побывал в стратосфере, я думаю, стал более уникальным, еще более уникальным. Ну, колба не разбилась, шахта на месте. Все цело. В общем, визуально не видно повреждений. Ну и приземлились мягко, поэтому все в порядке. Поэтому можно сказать, что Альфа Хука самые крепкие кальяны. Космический кальян. Вот тот самый кальян, который успел побывать в космосе, он находится у меня в руках. И также у вас будет возможность его пощупать, посмотреть, потрогать на стенде Альфа Хука на мероприятии Хука Клаб Шоу уже в мае. Поэтому приходите, смотрите и впечатляйтесь так же, как я. Я знаю, что у многих из вас может и не получиться попасть на Хука Клаб Шоу и посмотреть на этот кальян вживую, пощупать его. Поэтому мы разыграем одну модель такого эксклюзива. Их всего 5000 штук, не забывайте про это. Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше? Все очень просто. Нужно быть подписанными на мой канал на YouTube. Нужно под этим видео поставить лайк и оставить любой комментарий с пожеланиями для производителей и с пожеланиями для меня. Нам будет приятно почитать, что вы о нас думаете, даже если это что-то негативное. В общем, оставляйте свои комментарии, ставьте свои лайки, будьте подписанными на мой канал, и вы будете участвовать в этом розыгрыше. Вам всем большое спасибо за просмотр, дорогие друзья. Я считаю, что это был невероятно крутой эксперимент. Это эксперимент нового уровня. Такого еще никто никогда не делал, и я уверен, не скоро такое сделается, потому что это могут позволить себе только единицы. Офигеннейший эксперимент. Теперь можно официально заявить, что кальян был в космосе, и у нас есть стопроцентные видеодоказательства. Если кто-то скажет, что это невозможно, это возможно. Всем еще раз большое спасибо за просмотр, будьте молодцами, курите правильные кальяны. Вам необходимо, как всегда, по традиции, подписаться на мой канал на YouTube, вступить в нашу группу ВКонтакте Hookah Time Club, на наш Инстаграм Hookah Time Club тоже подписаться, на мой Инстаграм Айкаштен, ну и не забудьте подписаться на Инстаграм Альфа Хука обязательно, потому что это крутые ребята, которые делают крутые кальяны и которые помогают делать крутейшие эксперименты. Всем удачи, всем пока!